Катастрофа Boeing 777 в Сан-Франциско. Авиакатастрофа произошла в Сан-Франциско 6 июля 2013 года. Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Asiana Airlines выполнял плановый рейс по маршруту Сеул-Сан-Франциско, но при посадке в аэропорту Сан-Франциско врезался в насыпь перед торцом взлетно-посадочной полосы и частично разрушился. Из находившихся на его борту 307 человек, 291 пассажир и 16 членов экипажа, погибли 3, еще 187 получили ранения, 2 из них оказались парализованы из-за травм позвоночника. Рейс вылетел из Сеула в Сан-Франциско в 5 часов 04 минуты, время полета составляло около 11 часов. На его борту находились 16 членов экипажа и 291 пассажир. До начала посадки полет проходил в штатном режиме. Самолетом управляли 2 экипажа, основной и сменный. В момент катастрофы самолетом управлял основной экипаж. Непосредственное управление посадкой осуществлял второй пилот Ли Гангук, сидевший в кресле КВС, а командир занимал кресло второго пилота, осуществляя функции КВС-инструктора. В этом качестве это был его первый рейс. Кроме того, в кабине находился второй пилот сменного экипажа. КВС сменного экипажа отдыхал в пассажирском салоне. По данным Национального совета по безопасности на транспорте, заявили, что признаков неисправности самолета обнаружено не было. Оба двигателя до столкновения с землей работали исправно. Согласно результатам расследования, катастрофа произошла в результате череды неверных действий, допущенных пилотами. На удалении примерно 24 километров от торца взлетно-посадочной полосы номер 28L лайнер находился несколько выше глиссады. Экипажу предстояло скорректировать полетную конфигурацию, чтобы выйти на нужную высоту. Однако, когда самолет подошел к отметке в 10 километров от взлетно-посадочной полосы, он все еще находился значительно выше глиссады. Пилоты начали менять конфигурацию, чтобы быстро спуститься. В результате примененные ими настройки привели к переходу рукояток управления тяги двигателей в режим холостого хода, а автомат тяги перешел в режим Hold, при котором воздушная скорость не контролируется бортовым компьютером. При этом никто из находившихся в кабине экипажа не заметил произошедшего. В результате лайнер стал терять скорость быстрее, чем предписано при посадке. Пилоты не замечали развития катастрофической ситуации, в переговорах с авиадиспетчером отрабатывали стандартные процедуры посадки и о чрезвычайной ситуации не сообщали. Тем временем рейс 214 быстро терял воздушную скорость и высоту. Вместо 253 км в час он имел скорость 218 км в час и всего 190 км в час за несколько секунд до катастрофы. Скорость снижения была почти в 2 раза выше требуемой – 6 метров в секунду вместо 3,5 метра в секунду. Пилоты заметили, что скорость снижения и воздушная скорость не соответствуют необходимым, когда самолет находился в 60 метрах от земли, но не предприняли действий для ухода на второй круг. Только когда рейс 214 снизился ниже 30 метров, экипаж осознал критичность ситуации и попытался исправить положение, но безуспешно. В это время, за 4 секунды до катастрофы, сработала сигнализация ГВС, система предупреждения о близости Земли, об опасности сваливания. Обычно после получения этого сигнала пилоты увеличивают тягу двигателей и опускают нос самолета, чтобы набрать скорость, но в данной ситуации Земля была слишком близко. За 1,5 секунды до столкновения экипаж решил уйти на второй круг, но возможности для этого уже не было. Самолет Boeing 777 врезался в каменную насыпь перед торцом взлетной полосы номер 28L. От удара у самолета оторвались хвостовая часть и двигатель номер 1. Изуродованный лайнер проскользил днищем несколько сотен метров по взлетно-посадочной полосе, резко подпрыгнул вверх, развернувшись при этом на 330 градусов вокруг вертикальной, еще раз ударился днищем о землю и остановился. При разрушении фюзеляжа 6 человек выбросило из самолета, 4 бортпроводников, они находились в своих служебных креслах в хвостовой части самолета,
и 2 пассажиров, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Бортпроводники были госпитализированы с различными травмами, а 2 16-летние китайские школьницы, направлявшиеся в составе группы в летний лагерь в США, погибли на месте. По мнению Национальном совете безопасности на транспорте, использование ими ремней с высокой долей вероятности позволило бы им выжить. Все секции пассажирских сидений остались в салоне. Фюзеляж остановился примерно в 600 метрах от места удара. Топливные баки остались неповрежденными, поэтому утечки авиатоплива не произошло. Но оставшийся двигатель номер 2, правый, загорелся, и огонь от него стал распространяться по фюзеляжу. Заметив пожар, одна из стюардесс организовала эвакуацию пассажиров, которую помогали проводить прибывшие спасательные службы. Большинство находившихся на борту человек, 98%, покинули самолет самостоятельно, а 5 человек оказались заперты огнем и были спасены пожарными. Одна из них, несовершеннолетняя гражданка Китая, скончалась в больнице через 6 дней после катастрофы. При проведении спасательной операции пожарные не проверили одну из выброшенных из салона школьниц Мэн Юань на наличие пульса и не оказали ей никакой помощи, посчитав ее погибшей. Но позже, видимо забыв про нее, и она была ударена тупым предметом спасательной машины, водитель которой не видел ее. 28 января 2014 года городская прокуратура Сан-Франциско объявила о своем заключении, что девушка уже была мертва на момент непредвиденного удара из спасательной машины. Таким образом, в катастрофе погибли 3 человека. 187 человек были госпитализированы, в том числе второй пилот и несколько бортпроводников. 7 человек находились в критическом состоянии, в том числе 2 были парализованы из-за травм позвоночника. Официальное расследование причин катастрофы рейса ОС-214 проводил Национальный совет по безопасности на транспорте. Оба бортовых самописца были обнаружены среди обломков и находились в хорошем состоянии. Кроме того, были изучены показания очевидцев, любительские видеосъемки катастрофы, данные переговоров экипажа с диспетчерами, информация с радаров. Вскоре после катастрофы Национальный совет по безопасности на транспорте частично обнародовал показания пилотов. КВС-инструктор полагал, что при посадке автомат тяги был запрограммирован на поддержание необходимой скорости 253 км в час. Однако за несколько секунд до столкновения он обнаружил, что автомат тяги выключен. Экипаж попытался увеличить скорость и уйти на второй круг, однако сделать этого не удалось. Опрошенные пассажиры подтвердили, что за секунды до удара шум двигателей усилился. Кроме того, лишь за 34 секунды до столкновения с землей экипаж заметил, что самолет находится ниже, чем должен. Пилоты заявили, что причиной катастрофы стал сбой в работе автомата тяги в режиме автопилота. Вместе с тем, Ассоциация пилотов подвергла Национальный совет по безопасности на транспорте критике за опубликование неполной информации вне контекста. По мнению ассоциации, это вызвало буйное теоретизирование в обществе насчет причин катастрофы, что может привести к ошибочным суждениям о намерениях и действиях экипажа. Представительница Национального совета по безопасности на транспорте не согласилась с критикой, заявив, что опубликование фактической информации чрезвычайно важно, так как оно не дает разрастаться ложным слухам. Свое недовольство публичными заявлениями Национального совета по безопасности на транспорте выразило также и Министерство транспорта Республики Корея. Окончательный отчет расследования Национального совета по безопасности на транспорте был опубликован 24 июня 2014 года. Согласно отчету, катастрофа рейса ОС-214 произошла из-за недостаточного знания пилотами конструктивных особенностей самолета, что в результате привело к ошибке пилотирования и неправильному заходу на посадку, слишком быстрое снижение при преждевременной потере горизонтальной скорости. В ноябре 2014 года Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея предписало авиакомпании Asiana Airlines приостановить на 45 дней осуществление регулярных рейсов в Сан-Франциско.
Причина временной приостановки – недостаточная организация авиакомпании подготовки, переподготовки и обучения пилотов, что привело к катастрофе рейса Боинга 777. В то же время Международная ассоциация воздушного транспорта АТА, Торговая ассоциация авиакомпаний мира, направила официальное письмо в правительство Республики Корея, в котором просила не вводить санкции в отношении авиакомпании Asiana Airlines в связи с катастрофой рейса 214. 25 февраля 2014 года Министерство транспорта США оштрафовало Asiana Airlines на $500 000 США за то, что она не информировала жертв и их семьи о крушении.